Пожар на итальянском пароме Евроферри «Олимпия». 11 человек пропали без вести. Судно Евроферри «Олимпия» – это паром РоРо. До ноября 2013 года он использовался финской судоходной компанией Финлендс в качестве Транс-Европа в Балтийском море. Транс-Европа был построен на верфи в Гданьске. Спуск на воду осуществился 29 декабря 1994 года. Корабль, имеющий ледовый класс, был передан компании Посейдон Шифарт в Любеке 1 мая 1995 года. С 2000 года Транс-Европа выступала за Финлендс Джормани и обслуживала маршрут Травемюнде-Хельсинки с момента смены владельца. В середине февраля 2009 года паром под управлением Лайса перешел на маршрут Травемюнде-Санкт-Петербург, который эксплуатировался до середины 2012 года. В начале ноября 2013 года судно было продано компании Atlantica Navigazione и с января 2014 года курсирует по маршруту Равенна-Игуменица-Патры. Корабль оснащен 4 дизельными двигателями с Гоуда Салза мощностью 5760 кВт каждый. Двигатели работают от 2 винтов регулируемого шага. Корабль при этом достигает скорости 21,3 узла. Для электроснабжения доступны 2 дизель-генератора. Корабль имеет длину 183 метра, ширина 29 метров. На борту имеется 73 каюты, есть ресторан, 2 сауны с джакузи и бассейном, а летом поле для мини-гольфа. Корабль имеет максимальную вместимость 560 пассажиров и 450 автомобилей, плюс 140 грузовиков-прицепов. 18 февраля 2022 года на корабле возник пожар. Корабль следовал из Игуменицы на северо-западе Греции в Бриндись на юго-востоке Италии. После этого корабль пришлось эвакуировать. 11 человек пропали без вести. Пожар на пароме Евроферри «Олимпия», принадлежащем итальянской компании Грималди, произошел в 4 часа 12 минут ночи по местному времени. Он плыл через Ионическое море по пути в итальянский порт Бриндизи. Греческая береговая охрана сообщила, что на пароме, принадлежащем итальянской компании Grimaldi Lines, находились 239 пассажиров и 51 член экипажа. По словам губернатора Ионических островов Роди Кратса-Цагаропулу, большинство пассажиров были гражданами Италии, а экипаж состоял как из греков, так и из итальянцев. Гримальди также сообщил, что судно также перевозило 153 коммерческих автомобиля, грузовиков и прицепов, а также 32 пассажирских автомобиля. Греческая береговая охрана направила 4 патрульных катера, которым помогали 2 буксира, 5 других катеров, в том числе 1 от итальянской полиции и 2 частных рыболовных судна, а также 3 вертолета. Государственный секретарь торгового флота Костас Кацафадос сообщил, что все пассажиры в безопасности. Итальянские официальные лица заявили, что 277 человек на борту были доставлены в безопасное место, а 10 из них лечились в больнице от проблем с дыханием и легких травм. Через несколько часов спасателям удалось добраться до 2 мужчин, застрявших в трюме, и доставить их по воздуху с корабля. 42-летний член экипажа также был ранен и был доставлен на соседний остров Корфу на патрульном катере береговой охраны в качестве меры предосторожности, подтвердил директор больницы Корфу Леонидас Румбатис. Пассажиры рассказали, что они спали, когда начался пожар, потом нас предупредили о пожаре. Очень быстро мы оделись и вышли на палубу, где нам выдали спасательные жилеты, сказал водитель грузовика, с которым связались по телефону представители греческой службы. На мосту была паника, из гаража шло много дыма, атмосфера была удушающей, добавил он. Капитан парома немедленно попросил пассажиров покинуть судно, а с Корфу были отправлены патрульные катера, буксиры береговой охраны и пожарные. Пассажиры и члены экипажа сели в спасательные шлюпки недалеко от острова Эрейкуса, прежде чем их подобрали корабли в этом районе. Первым на место происшествия прибыло проходящее мимо итальянское таможенное судно. Таможенная полиция сообщила, что их патрульное судно Монтесперон спасло 243 человека, находившихся на борту.
Причина возгорания была неясна. Итальянская паромная компания заявила, что она началась в трюме, где были припаркованы автомобили. Предположительно, возгорание началось на одной из автомобильных палуб в трюме. Экипаж сначала пытался потушить его, прежде чем около 4 часов 20 минут капитан отдал приказ покинуть корабль. Разливов топлива в море не обнаружено, и остойчивость корабля не нарушена. Буксиры были наняты и направлены были к судну Евроферри «Олимпия», чтобы оказать оперативную поддержку и справиться с чрезвычайной ситуацией. Высшее руководство Грималди Групп выражает сожаление по поводу инцидента и будет в полной мере сотрудничать с компетентными органами, чтобы расследовать причину возгорания на судне, говорится в сообщении. Это был крупнейший морской инцидент в Греции после пожара в Адриатическом море в 2014 году на зафрахтованном Грецией пассажирском пароме Норман Атлантик, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.